Друзья, всем привет! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Сегодня вашему вниманию обзор студийных мониторов от компании M-Audio. Встречаем модели BX5D3 и BX8D3. Для начала небольшое лирическое отступление. Очень жаль, но эти мониторы имеют совершенно невысокие показатели по продажам и, на наш взгляд, совершенно зря. И проблема, видимо, в том, что дистрибьютор не особо охотно занимается продвижением этих колонок на нашем рынке, а мы, в свою очередь, заставить покупать никого не можем. А отсюда и тот момент, что в наши топы они не попадают. Хотя, оговорюсь и скажу, что восьмерки буквально за последние месяцы сделали невозможное и вошли в топ-5 по продажам, вытеснив самих КРК. Что явилось причиной, непонятно, возможно, это была невысокая цена. На сегодняшний момент это 17 500 рублей. Кстати, модель поменьше стоит у нас сегодня 12 500. Как видите, цены вполне приемлемые. Ну а то, что модели не совсем новые, то вряд ли этого нужно пугаться. Звук он или есть, или его нет. Поэтому и решили мы все-таки снять то, чего еще не снимали. И вам будет полезно, и у нас для полноты коллекции это видео останется. Давайте очень быстро пробежимся по основным цифрам, а потом традиционно послушаем эти мониторы, сравнивая друг с другом и, естественно, с оригинальным треком. Частотный диапазон 52-35 тысяч у пятерок, 37-22 тысячи у восьмерок. Чувствуете разницу? Мощность 100 и 150 Вт на пару соответственно. Кроссоверы работают на 2 и 2,5 кГц. Вес мониторов 5,6 и 10,5 кг поштучно. Задние панели у них абсолютно одинаковые. Фазоинвертор, XLR TRS, ручка громкости и переключатель небольшой коррекции звука. Все на этом. Можно только добавить, что обе модели относятся к ближнему полю. Максимального КПД от них добьетесь, если будете использовать в комнатах не менее 12 и 16 метров соответственно. Ну и задний порт напоминает нам о том, что близко к стене ставить их не рекомендуется. Друзья, по теории достаточно. Отправляемся слушать и после делаем выводы.
Значит так, друзья. Если ваше рабочее помещение больше 15 квадратов, то однозначно восьмерки. Да, это плюс 10 тысяч рублей за пару, но зато это глубокий и основательный звук, хорошая читаемость и более чем достаточная громкость. Но это нисколько не говорит о том, что пятые мониторы какие-то такие нехорошие. В небольших комнатах они также будут работать достойно, громкости и частотной ясности вам вполне хватит. И обязан напомнить, что микрофон, которым мы снимаем колонки, предназначен не совсем для этих целей, поэтому ответственно заявляем, что в реалии все звучит гораздо сочнее и ярче. Одним словом, и те, и другие мониторы приобретать можно совершенно спокойно, и мы уверены, что за такую стоимость разочарований не будет. Вот и все на сегодня. Надеемся, что видео будет для кого-то полезным. Всем желаем удачи и до новых встреч на нашем канале. Выводы. Вот и все на сегодня. Надеемся, что видео будет для кого-то полезным. Всем желаем удачи и до новых встреч на нашем канале.